Всем привет! Сегодня мы с вами знакомимся с рефрижератором на базе ВИЗ-2349 на базе Lada Granta. ВИЗ-2349 – передний приводный пикап, изготавливаемый у нас в России на предприятии специализированных автомобилей ВИЗ Авто. Берут за основу легковую машину Lada Granta, убирают заднюю часть и изготавливают для нас шасси, на которое мы можем устанавливать любые фургоны по нашему желанию. Само по себе шасси вам уже знакомо. 750 кг грузоподъемности, бензиновый инжекторный двигатель, передний привод, передняя независимая подвеска типа Макферсон, задняя зависимая подвеска и не требует пропуска в центр Москвы. Наш силовой агрегат бензиновый, мощностью 87 лошадиных сил. При этом он позволяет сюда установить газовое оборудование. Компоновка нашего моторного отсека классическая, в том числе поперечно расположенный бензиновый двигатель. Наш салон такой же, как и на легковых модификациях. Здесь все на своих местах. Коробка передач механическая пятиступенчатая, электроусилитель рулевого управления. Приятная опция для наших машин – это обогрев зеркал. Но при этом они регулируются, как и говорил, старым дедушкиным способом, вручную. Информацию, которую выводит бортовой компьютер на маленький мониторчик, такова: моментальный расход топлива, средний расход топлива на 100 км, температура охлаждающей жидкости, вольтаж системы бортовой сети, а также расстояние до заправки. В базовой комплектации вы также можете рассчитывать на airbag, электростеклоподъемники и центральный замок. Правда, он немножко хитрый. Чтобы закрыть две двери сразу, вам это нужно сделать именно с водительской стороны. Фургон, который мы установили на данное шасси, изотермический. Изготавливается он из сэндвич-панелей толщиной 50 мм. В качестве утеплителя используется пенополистирол. В качестве внешней обшивки фургона мы используем лакированную сталь. В качестве обрамления у нас идет оцинкованный окрашенный уголок сверху, а снизу анодированный алюминиевый уголок. Заднюю рамку фургона мы изготавливаем из нержавеющей стали, а фурнитуру из оцинкованной стали. Фурнитура нашего фургона предполагает установку навесного замка для того, чтобы блокировать доступ в отсек. На дверях есть примитивный механизм их фиксации. Левая распашная дверь имеет также механизм фиксации, но расположен он внутри фургона. Толщина наших панелей фургона 50 мм, но по вашему заказу мы можем установить и большую толщину, если это необходимо условиями перевозки. В стандартном исполнении в качестве настила пола мы используем рифленый алюминий с небольшой отбортовочкой в 5 см по трем сторонам фургона. Габариты нашего фургона таковы: длина 1,90 м, ширина 1,55 м, высота 1,20 м, что в пересчете вам дает примерно 3,5 куба объема. Вместимость нашего фургона в палетном выражении составляет 2 единицы, при этом их ставить надо поперек. Холодильное оборудование, которое мы сюда установили, позволяет нам работать в температурном режиме плюс 12, минус 18 градусов. Это позволит вам перевозить практически все виды известной продукции, за исключением, наверное, мороженого, под которое требуется температурный режим минус 24, минус 28. Так как объем нашего фургона довольно незначительный, 3,5 куба, то большинство известных моделей холодильного оборудования будут работать здесь с значительным запасом. Пульт управления нашим холодильным агрегатом мы, как правило, размещаем вот здесь под козырьком. Это удобно, функционально и не занимает лишнее место на торпеде. Сейчас на улице порядка 0 градусов по Цельсию.
И минут за 10-15 работы двигателя и включенной холодильной установки температурный режим опустился до минус 20 градусов по Цельсию. Все, о чем я говорил ранее, это базовое исполнение фургона, но мы специализируемся на том, что дорабатываем автомобили под требования наших заказчиков. Например, в стандартном исполнении толщина изотермического фургона 50 мм, но в данном случае этот фургон толщиной 80 мм. Наш заказчик планирует эксплуатировать этот автомобиль в южной полосе России, поэтому он попросил доработать этот фургон. В дополнение к высокой изотермичности мы для него поставили боковую дверь. Фурнитура боковой двери имеет также механизм запирания, но, к сожалению, это элементарный навесной замок. Но на этом наши доработки не заканчиваются. Так как на автомобиле установлен бензиновый двигатель, то у нас есть возможность установить на него газобаллонное оборудование, что позволяет существенно сэкономить на расходе топлива. Благодаря тому, что газовые системы сейчас настолько доработаны и совершенны, что они не требуют вашего вмешательства. Газовый баллон объемом 50 литров устанавливается вместо штатного запасного колеса. Процесс заправки довольно прост. Для этого есть все необходимое, в том числе переходник. Внутрь нашего салона устанавливается специальный тумблер, который позволяет вам в принудительном порядке либо включать, либо выключать газовую установку. При этом на верхней части установлена шкала, которая позволяет вам контролировать уровень топлива. Пуск автомобиля в любом случае происходит на бензине. Система после этого автоматически переходит на режим работы на газу. Емкость нашего бензинового бака 42 литра, а емкость газового бака 50 литров. На одной заправке у вас есть возможность проехать порядка 800 километров. Несмотря на все плюсы установки газового оборудования, есть один конструктивный недостаток – это запаска. Вариантов решения два – либо ставить докатку и класть ее внутрь салона, либо иметь с собой ремкомплект, чтобы иметь возможность отремонтировать колесо прямо на месте прокола. Подведем итог по Лада Гранта. 2 палета вместимости, 700 кг грузоподъемности, 3,5 куба полезного объема, возможность доработки в виде установки холодильного оборудования, а также системы газобаллонного оборудования и при этом лучшая доступная цена в своем классе. Если по этим критериям автомобиль вам подходит, то это ваш выбор.